Ой, что, уже запись идет. Ой, друзья, всем привет. Продолжаем проходить Metal Gear Solid. Новые подписчики, наверное, и не знали, а старые подписчики уже и забыли, что я проходил Metal Gear Solid. Немножко забросил, прошел больше половины игры, но вот наконец-то начинаем продолжать проходить. Только сюжетные миссии сейчас, чтобы допройти игру. Что же, остановились мы... Нет, не здесь мы остановились. Рекомендую, кстати, тем, кто, возможно, из новых подписчиков. Тут в двух словах сюжет пересказать невозможно. Рекомендую вам начать все смотреть с самого начала. По крайней мере, только сюжетные миссии. Мы же будем дальше продолжать проходить. Белая Мамба у нас. Ликвидируйте боевиков из деревни Масса, терроризирующих окрестное поселение. Говорят, что все они являются детьми. Если похитить их вожака, известного как Белая Мамба, банда распадется сама собой. Поехали. Эпизод 23. Белая Мамба. Capture the White Mamba, the child soldier's commander, and bring him back to Mother Base. First off, head for Belaya Mamba. Так, по-моему, звук игры громковат. Что ж, выдвигаемся. Громкость немножко подкрутил. Нам нужно добраться куда-то сюда. Поехали. Найдите и эвакуируйте Белую Мамбу. 43 секунды уже потраченного времени. Да, дети-солдаты. Вот я тоже так хочу. Вот они. Маленькие ублюдки. Я бы к чертям убивал бы. Плевать, что дети. С оружием же. В этом-то и весь смысл. Типа, меня не трожь, я ребенок. Ага. Там, видимо, какие-то припасы, я не хочу на это время тратить. Да, даже скорее всего. Какие-то плюшки. Хотя ладно, давайте для разминки начнем. Я просто понял, что тут надо время сильно... Ой, тут многовато. Да ладно, все еще видит, что ли? Стоп, тут еще один. Как он увидел с такого 47 метров? У меня еще и правильная броня, одежда. Я помню, меня это убивало, как они меня за 50 метров замечают. Тут вроде безопасно. Маленький ублюдок. Да ладно, как ты... Давай, давай. 30 метров он не видит, странно. Другие же видели. Что у них за суперчеловеческое зрение какое-то?
Надо было, наверное... Он сейчас пойдет, труп найдет. Ну, сонного. Надо было резиновые пули, возможно, использовать, экономить немножко. Ушлепки малолетние раздражают. Серьезно. И сюда что, зря пришел, что ли? Черт. Да как они... Ты что, издеваешься? Иди спать. А, здесь рубинчик был, который мне так-то нужен был. Так, ну вроде все. 20 метров. Нормально. Ладно, рубинчик взяли, все, пошли отсюда. Так, мы уже подходим поближе. Было сказано, что их нельзя ни в коем случае убивать, потому что они сопливые дети. И используют только или резиновые пули, или транквилизатор. Нужно захватить самого главного, эвакуировать его, и тогда эта банда распадется. Пойдет, надеюсь, в школу. Пристрелил бы гаденыша. Так, неужели у нас уже цель появилась? А, нет, цели как таковой нету. Еще и зрячие такие. Да вы издеваетесь, что ли? 33 метра, как он замечает? Отдыхайте. Давайте обрисуем ситуацию. Нужно всех пометить, будет так легче мне передвигаться. Я так понимаю, что мне куда-то сюда, наверное. Она уже их держит на прицеле, молчунья. Тут вся сложность игры — это быть терпеливым и отметить всех. Когда всех видишь на миникарте, никакой проблемы нету пробежать. И вообще игра такая медленная. Ну, конечно, можно проходить как Рэмбо. Стоп, а я не взял, что ли? А я не взял даже автомат с резиновыми. Так, какая кнопка? РТ. Хрена себе, шапочка даже улетела. Я перед этой миссией одну побочку сделал, чтобы не побоюсь этого слова, свои ржавые клешни немножко оттопырить. Но вот как в ближнем бою забыл РТ. Она убьет. Нет, убивать нельзя. Я же в голову попадаю. Удивительные существа. Да ладно, дети храпят с каких-то пор. Не хочу их трогать. Так, через будочку пойдем. Всего трое защищает.
Стоп, а мы сможем вообще тут прокрасться, по-моему. Так, контрольная точка — это хорошо. Так, прошу прощения, я, наверное, сделаю звук еще потише. Как-то уж слишком громко все равно все. Изначально было 50, я уже до 15 довел. Да, с гранатометом против детей это я хорошо пошел. Ничего не скажешь. Так, контрольные точки меня радуют. Ушлепок. So you're the so-called White Mamba. Посмотрите на него. В школу пошел, понял? Something tells me that's not the name your parents gave you. Ну что ты мне сделаешь? Ты чё? Ты чё? Ты чё, ублюдок? Так, куда он делся? А, они стреляют-то настоящими патронами? Ни хрена. За мной толпа ублюдков. Так, и как мне теперь отсюда аккуратненько выбраться? Так, друзья, еще подправил немножко звук. Теперь, надеюсь, идеально должно быть слышно. И нам нужно отсюда выбираться. 100 метров до эвакуации. Что у нас происходит? Дети паникуют. А, стоп, вот и вертолет. Слепой. А что, не убежали все, что ли? А, было же сказано, что они без своего главы сразу разбегутся. Слушайте, миссия короткая и быстрая.
Нужно больше понтов.jpg. Extraction arrived. Welcome to outer heaven. We got rules around here. Never draw a weapon on a fellow soldier. You got that? Anyone here can use a knife or a gun. What you're gonna learn is how to use your head. Let's move. Да у нас просто целый детский сад. When you get that under your belt, then you're free to leave. Так, ну что ж, друзья, у нас, как обычно... Пусть улетит, слишком громкий он. Как обычно, одно видео, одна серия, один, точнее, эпизод, но в конце я всегда включал записи, которые сейчас, наверное, не смогу включить. В общем, в конце я включаю записи, обычно, которые рассказывают что-то про сюжетную миссию, в данном случае про Белую Мамбу. Так что, кто хочет узнать подробнее, оставайтесь. Все же остальные, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк или дизлайк, оставляйте ваши комментарии. И до скорой встречи, всем пока. Так, ну а для тех же, кто остался, дослушаем про Белую Мамбу немножко записей, и тогда серию можно будет уже точно завершать. Что у нас тут? Немножко Белой Мамбы. The White Mamba, Nyokayam Pembe. He's the commander of the kids based out of Wala Yamasa. As you know, contract forces of Africa were stationed at that village. Anti-government forces hired ZRS to bring kids there from around Africa for training. But at some point, the adults with the PF started dropping like flies. This was right after we arrived in Africa. We don't know the cause. The kids ended up on their own. Must have been like fish out of water. Nothing to eat, no way to get back home. All the adults taught them was how to use a gun. Sure, they could shoot targets, but hunt for food? Not likely. They wouldn't have lasted long. Then the White Mamba showed up. He was faster and stronger than them, a better soldier, and he knew how to lead. I guess somebody wished upon a star, because their savior turned up like stardust straight out of the blue. The moment he arrived, the kids had their new commander. That was when they started attacking other villages. Word of the infamous White Mamba spread fast. But it isn't just his combat skills that got people talking. As you can tell from the name, he's the only light-skinned kid in the unit. Not to mention the blonde hair and the blue eyes. Not common in those parts. We have no idea where he came from or what he's experienced. The kid's a huge blank. But I'm sure you'll know him when you see him. One other thing. He's still a kid, so don't kill him. Be careful not to hit him with anything lethal. Not even a flesh wound. Our mission objective isn't just suppressing a bunch of militants. This is a DDR operation of the kids in that unit. DDR stands for disarmament, demobilization, and reintegration. Disarmament is obvious. We take their weapons off their hands.
The demobilization part means dismantling their military organization to ensure they can't arm themselves again. To do that, you need to capture the unit's commander and have him order his men to disband. In this case, the commander is the White Mamba. There's nobody above him, so he's all we need to grab. Finally, reintegration. Through education and occupational training, we give them a means to live besides war. A lot of kids born in a war zone don't know any other way to live. So before they find themselves back there, we teach them another skill. I'd like to establish this rehabilitation process at Mother Base. That's why we're bringing those kids back here. It's not so much for their sake. It's for the world that we're trying to create. No other way about it. Those kids are amateurs. Bad for business to have them running around where we're trying to work. Bring them all back if possible. Or as many as you can. We placed the White Mamba and the rest of his unit in the staff living quarters. How's that going? It's a disaster, but what else can we do? We've taken away his weapons and banned him from using his nom de guerre. Apparently his real name is Eli. He must feel like we stripped him of his whole identity. We'll let things simmer down. I put a guard on him for now. Still the question is, who is he? Where did he come from? And how has he survived? He's still not talking. No, he won't say a word about himself. But you know, it looks like he speaks English. One of the deck crew called out to him in English, and he said something back. He just lost it all of a sudden, started mouthing off at the guy, in perfect English. He wasn't stringing together words he picked up somewhere. So English is his mother tongue. He could be from the east, or the south, or maybe even further north or south. English is well established in countries all across the continent. It's rooted in Africa like a weed, or maybe parasite is the better word. So just speaking English doesn't help us figure out where he comes from. Could even be from off-continent. Right. In any case, we'll keep an eye on him. If we learn anything else, I'll be sure to let you know. Так, но деление в прошлых видео мы еще много чего не прослушали. Мы будем каждую серию по чуть-чуть слушать. Давайте еще послушаем про фабрику мертвых. Это было сюжетное задание в одном из прошлых видео. Поехали. Boss, about those invalids you saw in that devil's house. Poor bastards. All strapped down to the beds, with those lumps on their chest. The medical staff tell me they were probably a type of cyst. Cysts can get that big. In some cases, yes. But supposing they're a kind of atheroma forming on the surface of the skin, the size is just too big, and the appearance is all wrong. In the end, the medical team were at a loss. Those lumps were like nothing they'd ever seen. The fluid you said you got on your prosthesis when you touched one was burned off in the fighting, and the factory burned down too. None of the tests we did once you were back at the base revealed a pathogen that could have caused them. Meaning we don't have a single sample to work with. Everything went up in flames. What worries the medical team most is whether it's contagious. Whether there's a chance we could end up like that. And? Mother Base's sanitation control has always been strict. After all, war is great at transporting diseases. For the time being at least, there's no sign of contagion or any symptoms that could be related. One more thing. About the surgery that had been performed on the people in the Devil's House. Yeah? You said that their throats were cut open, with an acoustic tube pushed inside? Right. The tubes were hooked up to tape recorders, playing some kind of audio. Well, we picked up some of that audio through your radio transmissions and recorded it here. The intel team has been working on analyzing the communications log. What have they found? There's nothing tying the contents together. We've got a report on 3 deaths in a car accident on the autoroute near Marseille. Protests outside the Libyan embassy in London. A press conference with the former Prime Minister of Sweden. A 4-month-old weather forecast for Balikpapan. And then commercials for appliances, cough syrup, and TV dinners. Assuming they're not all staged, they come off as recordings of your average public broadcasts. Public broadcasts? Just radio and TV signals? Yes. And from all over the world. We're looking into whether they're genuine or not, just to be sure. What else? A speech that sounds like it was recorded out on the street, and people chatting about how this year's tomato crop did. And there's nothing they have in common? We're partway through the cryptanalysis. That includes checking all audio ranges and running it backward and at different speeds. Then there's vocabulary breakdown for political suggestions, ideological common points. But I don't think it's gonna get us anywhere. Where were the recordings made?
There's nothing linking them from that angle either. Just like you reported, we've detected virtually every major language there is. French, German, Italian, Spanish, including South American accents. Then there's Russian, Hindi, Arabic, Portuguese, Mandarin, Cantonese, Japanese. They're nothing if not thorough. Well, I don't know if we've got them all covered. Ignoring the ones that have gone extinct, supposedly over 5,000 languages exist today. Besides, English isn't one of the ones we picked up. Really? English? I know. Only 5% of the world's population is a native English speaker. But when you factor in those who've acquired it as a second language, nearly 1/3 of the people speak it. The world's dominant lingua franca. You gotta figure they had it somewhere among all the languages in that place. No English. Bear in mind, we didn't hear everything that was played in that room. We couldn't isolate the more distant sounds due to static, and the program could have been set to change every day. In a nutshell, for reasons unknown, people in that room with a common medical condition were made to listen to recordings in languages from around the world. It's not clear how the growths on their chests fit into it. It could have been treatment for them, or maybe an experiment of some kind. I'm guessing one person knows. Yeah, Skullface. He was there. The only thing we can say for sure is that he's involved. Так, на этом теперь все, и всем пока.